Привет, 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 песеры, с вами Морж, и, как я обещал, отвечаю на комментарии, которые, собственно, вы мне написали в первый час под моим видео. Наверное, в следующий раз буду говорить первые полчаса, потому что комментариев реально до хрена. Ну, постараюсь поотвечать вам, надеюсь, вам будет не скучно, так что заваривай чаек, открывай пивасик, если тебе можно. Давайте приступать. Первый, это все понятно, 6 секунд назад. Привет, Морж, и тебе привет, крутой песер. Не знаешь примерно, во сколько закончится их работы? Ну, уже закончились. Когда добавят матчи против друзей? Ребят, к сожалению, информации пока что нет, поэтому как только будет, сообщим. Морж, я не знаю, сколько уже ждать, они уже 4 раза просрались с подливой. Дель Пьеро, они уже много лет все и с подливой. Морж, люблю тебя, надеюсь, попаду в ролик. Вишня, вот видишь, взял и попал. Так, привет, и тебе привет. Рофл Пес пожелал тебе на своем стриме, чтобы ты наконец достучался до Konami и сделал игру лучше. Ну, иногда и самые тупые из нас произносят какие-то умные мысли. Бывает. Так, Лёва Казарян. В трейлере увидел новые легендарные карты Неймара от Сантоса и Неймара. От Сантоса и Неймара. Собственно, как и предрекали файловые ячейки задолго до выхода 22-й версии. Также в файлах обнаружили Ибрагимовича, и скорее всего он будет после 1 июля, когда начнется соглашение Konami с Миланом, вплоть до 27 года. И его добавят в Милан. Лёва, ну это было бы круто, вот, на самом деле это было бы круто. Вот. Так, добавят ли время дня, день, то есть можно будет играть с ИИ? Ну, пока нет этого, тут ответ есть, уже можно, но только в тренировке, в матчах, где ты выбираешь, за кого и против кого играть. Да, к сожалению, просто в матче нельзя изменить. Аниме-карта, вы чё? Да, согласен, это немножко странно. Морж, а кого из АПЗ, кроме Заньола, можешь порекомендовать? Пелигрини еще топовый из Ромы, вот, и Малиновского можно взять, вполне себе неплохо. Так вот, чем они занимались. Konami, как всегда, обосрались с техработами. Будет круто, если PES хотя бы через неделю обновится. Андрей, ну, надеемся, ну, точнее, он уже обновился. Хорошо, что это была не неделя. Морж, когда выйдет дружеский матч? Отвечал уже. Надоело 2 года ждать ради того, чтобы они испортили одну из лучших частей. 21-ю, 22-я часть, самая худшая по соотношению время-качество. Михаил Старчук, ну, честно, самые топовые были 17-я, 18-я, 19-я на старте. Ну, вот они были реально крутые. Круто было бы, если бы тебе Неймар 86, а потом ты за него играешь матчи, и он становится 90, а потом 92 и переходит в Барсу и так далее, типа не за тренировки апгрейд, а за количество матчей и голы, ассисты. Денис, ну интересная мысль, но вряд ли у Konami есть подобные какие-то вещи. Посмотрим, что из этого будет, да, посмотрим. Кто такие амбассадоры? Амбассадоры — это представители, то есть у них личный контракт с Konami, вот, и поэтому им выпускают такие карточки. Пусть наконец-то ведут нормальные ивенты за нормальные награды, а не за, как сказать, кал, а не награды. Да, к сожалению, с ивентами у нас не очень. Я уже задолбался с этими техработами, сколько играю, каждый раз штаны в параше. Чувствую, скоро не дождусь окончания этих работ, но там ей терпилом не привыкать. Да, к сожалению, я вот, если честно, не понимаю, почему не сказать там техработы, там типа до 5 вечера. А если сделаете раньше, выпустите раньше, и люди такие, блин, гляньте, Konami, какие молодцы, они справились раньше, чем сказали, что техработы закончатся. Нет, нужно, блин, сказать, что выйдет в 11, обосраться до 12, 13, 14, и все люди такие, гляньте, они говнюки, не смогли справиться с тем, что, в принципе, обещали. Короче, я не понимаю их пресс-службу. Привет, Морж, есть инфа про карту Шевченко? Инфы нет, к сожалению, вряд ли он у нас будет. У меня такой вопрос. Если я раньше играл на Android, можно ли перенести свои данные, играя на iPhone? Да, на iPhone перенести данные можно через Konami ID, но обрати внимание, что золото с iPhone на Android и обратно не перенесется, поэтому золото нужно будет потратить на той платформе, на которой оно у тебя сейчас. Морж, вопрос, будет ли в этой дичке забросить статы игрокам и качать их заново? Я думаю, да, будет какой-нибудь токен для сброса статов, но пока это не близко. Так, Морж, ну сделай чат-группу в телеге, чтобы можно было обсуждать прокачки и прочее. А как же, интересно, за кого будешь болеть на чемпионате мира? По чату в телеге, ребят, я уже не раз говорил, у меня нет времени модерировать еще и чат в Телеграме. Вы сами знаете, какие люди играют в нашу игру, и, как бы сказал мистер Гоблин, у нас слишком много малолетних дебилов, которые начнут там срачи. Я
все это модерировать не могу. Я и так огромное количество времени трачу на PES, и это мне не приносит ничего. Вот, поэтому тратить еще время на то, чтобы смотреть в Телеграме, кто что пишет, я считаю бессмысленным. Так, Konami к себе тянут фанатов аниме. Да, забавно. Может, Konami работает... Да, именно так оно, акула, и работает. Они всегда так работают. Мне кажется, что Konami делают всякие трейлеры и так далее быстрее, чем техобслуживание заканчивается. Согласен с тобой, Ильяс. Это реально, ну, что-то очень странное. Боевой пропуск будет? По пропуску. По нему вообще сейчас никакой инфы нет. Я вообще думал, что он сегодня появится, но, как видим, не появился. Трейлер, конечно, прикольный, но стоит ли ожидать, что наши уважаемые Konami снова облажаются? Да, стоит, конечно. От Konami всегда нужно ожидать, что они облажаются. Потому, чтобы, если они сделали все толково, просто обрадоваться и охренеть. У меня Samsung Galaxy S8 потянет на максималках. Ратика. Я не собираюсь сейчас гуглить, какие показатели у Samsung Galaxy S8, сравнивать их с минимальными системными требованиями игры. Я думаю, ты сам можешь с этим справиться, тем более тебе оно надо. Где Месси? В ПСЖ Месси. Не знала, почему ты не знаешь, где он. Ну, ты женат? Да нет, я не женат, ребята, детей у меня тоже нету. Как думаю, ну, по крайней мере... Я о них не знаю, если что. Может, где-то и есть, конечно. Как думаешь, исправят ли автосмену курсора? Почти у всех не работает, только из-за этого глупые голы пропускаем. И просто не удивляюсь, если так и оставят. И Luxury Life, да, я считаю, что исправят. Когда, сказать сложно, но игра, в принципе, сейчас не работает так, как должна работать. Так, техобслуживание закончилось, понятно. Может, здорово, очень приятно тебя слышать. А насколько в этот раз затянут время техобслуживания? Ну, уже техобслуживание закончилось. Не знаю, какие вопросы задавать. Почитай хоть мой комп, чтоб я попал в видео. Попал ты в видео, так что и коммент я твой прочитал. У меня вопрос, сколько Неймара будет? Ой, Неймаров, судя по всему, будет штук 15, а может и больше. Мош, а может подарим Konami часы, чтобы они не опаздывали на 2 часа? Мистер Вадим Лавр, честно, мне кажется, Konami нужно подарить огромную такую плетку и человека, который этой плеткой будет херачить весь отдел разработки, вот. Вот так вот может что-то хорошее и получится. А добавят ли игру с друзьями? Да, добавят, но когда неизвестно. Можешь, приветствую, ты сказал про вопрос, так вот, у меня такой вопрос конкретно к тому, как ты начал развиваться на ютубе. Что тебя сподвигло к этому и как ты вообще решился и ожидал ли ты того, что у тебя будет получаться? Думаю, многим был интересно знать ответ на данный вопрос. Короче, начиналось это очень давно все, ну я так сильно в дебри лазить не буду. Я был в достаточно дружеских отношениях с руководителем одной из групп по PS Mobile, с Романом, если, я думаю, вы знаете. Вот, я охренительно шарил в игре, и в тот момент я продавал аккаунты. Я очень быстро их прокачивал и продавал. Вот, на тот момент, по-моему, пару человек всего PS снимали. И как-то Роман такой, типа, а давай ты будешь сделаешь канал на ютубе, тебе есть что людям рассказать, но ты будешь рекламировать мою группу, я буду постить твои видео в свою группу. Я такой, ну, прикольно, типа, платформа сразу есть какая-то для рекламы, для зрителей, да, начнем все это дело. Вот так вот потихонечку, одно видео, второе, третье, первый год у меня был адовый, я за год выпустил 330 видео, по-моему. И потихоньку подписчики начали приходить, я обогнал и тех двух ребят, которые создавали каналы до меня, вот, в принципе, я, наверное, единственный из русского сегмента, кто снимал PS Mobile, у которого было и больше 50, и 60, и 70к подписчиков. С Романом я потом в свое время разошелся, я был не удовлетворен контентом в группе, я ему прямо говорил, чувак, да, у нас с тобой договоренность, я рекламирую твои группы видео, ты делаешь репосты, но группа должна быть нормальная. На тот момент в группе можно было по 3-4 часа, то есть человек писал вопрос, по 3-4 часа админы ему не отвечали, хотя это простейшие вопросы, и вот ответить на него было достаточно легко. Я говорю, чувак, ну я не могу рекламировать говно. Если ты приведешь группу в нормальное состояние, окей, я остаюсь. Это первое. И второе, в какой-то момент господин Роман, вы знаете его, я думаю, тоже очень известная личность, который за 50 рублей родную маму продаст, потребовал с меня процент, да, с моего YouTube канала. Оказывается, я ему еще и был должен денег, то есть весь мой успех, по его мнению, было не в том, что я выпустил больше 300 видео за год, а в том, что он делал вот эти великолепные репосты. Ну и, собственно, после этого предложения Роман пошел нахуй, вот, он меня там пару лет пообсирал, сейчас вроде успокоился, возможно, в психушке этот интернет отключили, ну и, а я дальше продолжил тем заниматься, чем занимаюсь. Так, не знаешь, почему так долго игра была закрыта? Ну, что-то делали. Как думаешь, что стоит ожидать от 23-й версии? Если честно, всего чего угодно.
Эх, жду других новых игроков, как Буфон, Тевес и прочее. Ну, вряд ли они таких добавят. Будет ли какой-то розыгрыш? Гриценко, Дима, нет, никаких розыгрышей не будет. Если ты на канале, чтобы получать какие-то плюшки, то ты пришел не по адресу. Я и так трачу на PES достаточно большое количество времени, чтобы вам еще и платить за то, что вы меня смотрите. Не нравится? Я могу подсказать, где кнопочка «Отписаться». Если аниме-карточки завезут в игру, я бросаю играть. Согласен, но это будет фигня. Жду Неймара от Сантоса. Интересно, будут ли другие игроки с карточкой аниме? Честно, возможно, и такой карточки аниме не будет. Вот ее типа показали, но... Ну, может, Konami остановится. Ну, то есть, типа, просто вот показали, что да, вот такое вот красивенькое, сделали как бы вставку, но не знаю. Аниме-карточка на плече сидит покемон, ошеломительный удар будет с эффектом кометы, прикольно. Все смотрели старенький уже фильм «Убойный футбол». Вот в этом скоро мы будем играть. Шеф, мы уже в это играем, то есть, по сути, у нас есть суперудары. Ну, вот они назвали их ошеломительными, но, по сути, у нас есть суперудары. Это идиотизм. Так, как играть почти с другом? Отвечали. Спасибо за видосы, продолжай в том же духе. Вам спасибо, что смотрите. Да, прям много узнали. У меня одного там нужно обновлять 2 с чем-то гигабайта. Ну, не знаю, у меня 100 мегабайт скачалось, и все. Так, в PS 21 было намного лучше, а сейчас это непонятно, что просто не работающая игра, которую многие забросили. Да, к сожалению. О, Никита заскочил. А вот почему, интересно, мне YouTube, Никитин, аватарку прогрузил, а у всех остальных не прогрузил? Никит, ты там что с Ютубом творишь? Хочу все карточки Роналдиньо и всех в состав поставить. Так-то анимешная карта прикольная. Ну, отличные карточки, анимешники придут. Когда добавят функцию игры с другом? Ну, вот это реально волнует больше всех людей. Нужны товарки. Вот реально, я общаюсь с ребятами, которые ведут турнирные группы, они говорят, группы умирают. Ну, а что мы можем сделать? Товарок нет, все, жопа. Жалко, что PES превратился в такое говно. FIFA тоже говно, но игра в FIFA интереснее. Я согласен, что FIFA всегда брала около футбольной тематикой. Там интересно, там есть во что играть. Вот в отличие от PES, там есть во что играть. Konami лучше ошеломительные паки сделают, чем нормальную игру. Да, согласен я с тобой. Когда добавят товарищеские матчи с другом опять? Жаль моего Месси 102-го. Почему все матчи, кроме трени, проводятся вечер? Ну, такие настройки игры. От то, как за блестяшку у племен Африки золото выменивали, так и тут хотят за голду, за раскраски. По-моему, разницы не будет между картами. Или она мизерная. Да, согласен я с тобой. Угоратор. Согласен я с тобой. Сейчас эти карты практически не отличаются. Покупать их особого смысла нет. Будут ли патчи когда-то? И добавят ли команды реальные стадионы клуба спонсором? Руслан, короче, Konami там по-новому начала шифровать свои файлы, и патчи на данный момент сделать никто не может. Кстати, может, ты заметил, что есть сыгранность, если карточка блестит? Это в смысле, что за сыгранность? Карточка блестит, я не совсем понимаю. Но ё-моё, ждал матчпасс. Все ждали, а его нету. Так, может, будут турниры? Ну, когда будут товарки, тогда будут и турниры. Но это типа логично. Konami стараются лучше над трейлером, чем над самой игрой, к сожалению. Обнова доступна. Мне кажется, обновление будет топовое. Ну, такое себе, мы уже посмотрели. Как думаешь, они со временем добавят Пеле, Роналдо? Нет, они не добавят. Азиз, ты удивишься, но в нашем мире нельзя просто так взять и добавить футболиста. С ним нужно подписать контракт, а никто не хочет подписывать контракты с Konami. Привет, можешь подскажи, что за хрень у меня бывает подвисает, что направление паса или удара меняется, стрелки двигаются, но ничего не происходит. Денис, это баги игры. Я говорю, игра не работает так, как должна работать. К чему? К тому, что вместо того, чтобы фиксить весь есть футбол детства, творящийся в игре, Konami будет придумывать аниме игроков. Как по мне, Неймар в виде анимешной кошка девочки смотрелся бы лучше, чем вариант из трейлера. Блин, ну это прикольно. Честно, улыбнулся. Так, хорош, лучший. Бро, вроде каждый понимает, что игроки будут приятно получать что-то, кроме карточек и всего, что их качает. Но кажется, это не понимает только Konami. Мне было бы очень приятно получить какую-нибудь прикольную форму. Собой не на халяву за прохождение, например, тех же дивизионов. Согласен абсолютно. Раздать косметику, допустим, за первый дивизион, это было бы нормально. Насчет аниме-карточки Неймара, очень надеюсь, что такое не будет. Может, как всегда, хорошее видео. Я заказал джойстик, как у тебя, но, блин, Konami, как всегда, я не понимаю, когда ждать поддержку джойстиков. Я тоже не знаю, я пытался подключить через сторонние программы Сава, и это полная жопа. Вот. Так, идем дальше. Хотел слить голду на икон Манчестер Сити, так как я их фанат, но теперь думаю не спешите, подождать Неймара. Ну, Неймар уже в игре, можешь покупать. Почему у меня игра нормально не обновляется, зависает на 91%, а потом обратно идет на 50%? Я бы в том месте переустановил. А могут быть шансы на то, что игра завтра станет доступна и на 32-битное устройство? Нет, шансов нет. Нужно устройство на 64. Можешь сказать свое мнение про геймплей, именно
именно про пасы в разрез, которые не проходят 90% случаев. А вот здесь топ Макс, я удивлен, если честно. У меня спасов в разрез только и забивают. И мне забивают спасов в разрез, и я забиваю спасов в разрез. А у вас тоже вышла обнова, но игра не обновляется. Все обновилось. Может, если есть легенда игрока, стоит выбивать его икону? Нет, не стоит. Почему игроки стали какие-то тупые? Сначала забегают, потом через секунду останавливаются, хоть я в это время уже пас отдал. Данил, ну тут сложно сказать, это вполне... Возможно, гандикап или еще что-то. Тут объяснить происходящее на поле можно 1000 разных способов на самом деле. И хрен его знает, какой правильный, потому что Konami до сих пор не сделала игру, чтобы она просто работала. Можешь, привет тебе из Узбекистана. И из Узбекистану я тоже передаю привет. Честно, заговариваюсь, уже реально устал говорить. Ну и в принципе, наверное, на этом хватит. 15 минут ролик вполне себе. Что ж, ребят, спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, вы нашли те ответы, которые хотели получить. Вот, буду, конечно, я продолжать еще такую тему. Такой, получается, стрим, но без зрителей, назовем это так. Мне, в принципе, нравится. Надеюсь, нравится и вам. На этом буду прощаться. Как всегда, Морж, как всегда, пока.